Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Ну что, завершен сбор урожая картофеля на наших грядках. Несколько рядов картошки были выделены для сорта столового сорта голландской селекции Carrera. И немножко, всего 5 килограммов было посажено картошки Evolution. Это тоже голландская селекционная фирма Агрика. Часть картофеля была собрана в июне. Это очень ранний картофель Evolution. А вот остаток у нас сейчас 22 килограмма осталось. Evolution – самый ранний столовый сорт картофеля. В 2020 году мы впервые его выращивали под агроволокном, и уже во второй половине мая копали молоденькие, когда молоденькие светло-красненькие такие картошины для соусов. Очень любим с укропом, с чесночком, вот такие соусы. Период созревания у этого очень раннего сорта составляет от 50 до 55 дней. Поэтому мы его и покупали, чтобы иметь свой ранний и урожайный картофель. Форма у этой картошки необычная. Я бы сказала, оригинальная, удлиненно-овальная форма с почти такими поверхностными, неглубокими глазками. Кожура имеет темно-красный оттенок уже в зрелом возрасте, а цвет мякоти светло-желтый. Очень вкусный и ароматный картофель. Он нам понравился, поэтому часть мы оставили и посадили. Вот осталось у нас 5 килограмм с прошлого года. Это уже получается вторая репродукция. И вот мы снова же с урожаем. Чем он нам понравился? Когда я его выбирала, покупали, я всегда изучаю устойчивость всех растений, которые покупаю, к различным заболеваниям. Потому что у нас сейчас очень сложное время в том плане, что и вредителей много, и болезней новых развелось очень много. Поэтому, когда я узнала, что картофель Evolution устойчив к картофельной нематоде, к фитофторозу клубней и фитофторозу листьев, к парше обыкновенной и порошистой, а также этот картофель стойкий к вирусным заболеваниям. Если учесть, что сейчас столбур переносится различными цикадками, клопами, черепашками и так далее, различными комариками, то этот сорт очень хорош в этом плане. Он стойкий действительно к вирусным заболеваниям. В 2020 году был посажен только на одной грядочке впервые. Но по информации продавца это была первая репродукция. Часть урожая с прошлого года собрали, оставили на семена. И вот получается, что мы в 2021 году получили уже вторую репродукцию. Урожайность значительно ниже, чем в прошлом году. Вторая репродукция – это раз, уже говорит само за себя вот этот факт. Почва у нас суглинки. С влагой был перебор, ливни. Получается, что суглинки плюс очень много дождей в июне, ливни сильные были, немножко града было, и получилось, что суглинки сбились как глина. У нас в огороде просто вот эти куски земли приходится добывать картофель вот с этих сбитых кусков почвы. Это что касается Evolution. Конечно же, его тоже будем искать на следующий год, потому что это уже то, что мы собрали, не подходит для того, чтобы выращивать. Нужен свежий сорт. И, естественно, мы его будем искать и будем тоже выращивать за счет того, что он очень ранний. Вот это нам очень нравится. И вкусный, и форма такая очень красивая. Ну и еще один сорт, о котором я не говорила, только назвала в начале. В этом сезоне мы также выращивали Carrera. Он у нас растет уже 3-й год. Это тоже голландский картофель. Столового назначения, очень вкусный. Он имеет вот такую, по сравнению с Аризоной, более округлую, но слегка овальную форму. И тоже
у него такая бледно-желтая гладкая кожица, но все-таки желтизны, даже лимонного цвета больше на коже. Однородные по размеру глазки почти не выражены. Вот такое впечатление, смотришь картошку, что глазки вообще отсутствуют. В 2018 году покупали первую репродукцию, из них в прошлом году собрали семена. Урожай хороший, но по сравнению с сортом Аризона, о котором мы уже вам рассказывали, он немного отстает. Мякоть у Карреры более желтая. Пюре из этой картошки получается нежным таким и желтым. Такое впечатление, словно в него положили много домашнего сливочного масла. И нежная такая консистенция у этого пюре, и аромат хороший. Содержание крахмала в клубнях Evolutions составляет от 13,8% до 17,2%. Картофель Каррера тоже устойчив к различным вирусным заболеваниям. И это меня очень заинтересовало, когда я вот искала снова же этот картофель, когда уже приобрела. Действительно, он устойчив к вирусным заболеваниям. А также, ну, конечно, не совсем, потому что некоторые клубни мы все-таки видели в этом году не только Каррера, но и другие. Слегка кое-где вирусы какие-то были, а какие, но это было больше на покупных семенах. Видимо, там что-то тоже происходит в семеноводческих компаниях, которые занимаются разведением картофеля и продажей. Так вот, кроме устойчивости к каким-то вирусным, частично к вирусным заболеваниям, этот картофель, Каррера, устойчив к картофельной нематоде. Это тоже бич на обычных наших картошках. Устойчив к фитофторозу, а также к парше обыкновенной. Ну и плюс наши профилактические обработки против заболеваний и вредителей позволили растениям картофеля Каррера пройти полноценно физиологический процесс роста и созревания клубней. Картошка Каррера – это голландский сорт столового назначения, и у него очень ярко выражен аромат вот этих старых сортов картофеля. Мы когда впервые выкопали и приготовили, я вспомнила бабушку в Винницкой области, у них там картофель был в те времена замечательный. Название американка, вот запах американки, так она называла картофель, который у нее был. И вот именно этот запах именно у Карреры. Он просто изумительный запах на весь дом, на кухню, когда варится этот картофель. В мундирах особенно, а если печешь тоже. Вкус отличный. Но есть одно но. Вот часть экземпляров уже на грядке, когда созрел картофель. Вот после созревания и засыхания побегов начинают расти эти картошины. Вот это состояние картофеля наблюдали и в 2020 году, и в этом, в 2021 году. С чем это связано и почему так происходит именно с этим сортом? Пока что я не могу объяснить. Видимо, какая-то вот такая особенность у этого картофеля. Ну и немножко по вопросу технологии, потому что всегда зададут вопрос, а как его вы выращивали и что особенного было? Ну, особенный вообще 2021 год был тем, что это была, во-первых, длинная, холодная весна. Мы его высаживали в Тельце 14 апреля, и у нас есть видео на эту тему. Затем было холодно, и июнь прохладный и дождливый, с массой ливней. И, естественно, приходилось все делать для того, чтобы профилактически поддерживать картофель в этих условиях. Но все равно этот процесс шел нормально, все, несмотря на дожди, мы все сделали и окучивали вовремя. Весь процесс технологически выполняли, старались выполнить вовремя, несмотря ни на какие испытания погодой. Ну вот эта обработка помогла нам раз в неделю во время дождей очень сильно. И дальше надо вот это все время заранее себе
план писать и заготавливать, я имею в виду покупать чуть-чуть заранее, вот в мае месяце, триходермин надо иметь и гаупсин. Вот эти два препарата против болезни изумительно. Они настолько помогают сохранить растения, потому что кроме фитофторы, там вот те заболевания, которые я назвала, есть еще ряд заболеваний, которые приносятся именно с дождем. Мы даже о них не знаем. Но вот эти профилактические обработки помогают, здорово помогают выдержать вот этот здоровый фон на картофельной грядке. Ну, естественно, против вредителей мы проводили профилактические снова же обработки растений биооснова инсектицидом. Мы используем биопрепараты для того, чтобы выращивать только экологически чистые продукты. Вот поэтому у нас вот такая задача стояла и стоит все время, щадящие различные обработки. Кстати, и была обработка одна молочным коктейлем, об этом у нас тоже есть видео. Эта обработка позволяет тоже частично защитить растения от различных заболеваний. И также подкормочка. В молочном коктейле у нас есть борная кислота, есть марганцево-кислый калий, йод, а также мочевина. Ну и в молоке это все разбавляется. Технология этого молочного коктейля у нас есть, поэтому я не буду повторяться. Один раз в сезон используем. Очень хорошая вещь. Ну, у нас технология выращивания картофеля уже несколько лет одинакова. И об этом у нас тоже есть в плейлисте, который называется «Картофель», вот эти все видео. Ну и почему мы ее выбрали уже, отработали? Потому что она дает хорошие результаты. Почву осенью мы, естественно, готовим заранее, ускоренный севооборот устраиваем с помощью посева семян сидератов. А весной при посадке борозды просыпаем мясо костной мукой, рыбной мукой, а также кормовыми дрожжами. Я смешиваю по килограмму вот эти все 1 к 1, все эти удобрения из ветеринарной аптеки или из магазина для животных. Очень удобно. Перемешала, и получается у меня по 100 граммов каждого вот этого продукта на 1 погонный метр. Ну и обязательно использую еще курник. Вот это у нас новое удобрение. Куриный помет, обработанный без всяких примесей и животных различных. И очень хороший. И вот из куриного помета очень хорошее удобрение. Тоже посыпаю, где-то 100 граммов получается на погонный метр вот этого удобрения. Он такой в гранулах, мелкие гранулы в сухом виде. Во время вегетации совместно с защитными опрыскиваниями в растворы я добавляла жидкие органические удобрения. Фирма ООО «Минералис Украина» очень нравится. Это снова же экологически чистые продукты. Это не хилаты. Производятся эти наноудобрения с помощью тока высокого напряжения. Очень качественные. Чуть-чуть их там надо, строго по инструкции, по 15 мл на 10 литров воды. Использую у них есть специальные такие удобрения для выращивания картофеля. Ну и, естественно, я еще использовала фосфор, калий, бор. Это тоже очень хорошее удобрение. И в конце еще обработка была цинк, магний. Цинк дает возможность картофелю хорошо храниться, а магний дает вот эту сладость и крахмалистость картофелю. И поэтому вот он такой вот ароматный, рассыпчатый, очень вкусный. Вот эти удобрения я использовала практически больше ничего. Мне эти удобрения позволили доставить через листья нужные питательные вещества в данный момент. На каждом периоде роста, на каждом периоде вегетации картофеля нужны определенные удобрения, и я их давала картофелю. Ну, что еще рассказать об этом картофеле? Хочу сказать, что вот эти сорта будем снова искать. Мы вчера говорили о Аризоне. Это наиболее урожайный, просто супер урожайный сорт картофеля. Это все иностранные сорта. Они продаются и есть у нас уже в Украине, и несколько
фирм продают, и не только фирмы, но и производители продают. Так что будем выбирать. И самое лучшее все-таки каждый год покупать новые свежие семена. В этом году я собрала семена из этого картофеля. Их было мало, где-то с десяток вот этих семенных коробочек. Не очень цветет этот картофель, мало цветков. Но из того, что было, вот что есть, будем пытаться уже и сами разводить. И всякая ситуация может быть, но уже хочется тоже и свои сорта иметь картофеля, чем мы сейчас и занимаемся также. Раиса Горяченко и Александр Волик рассказали вам еще о 2 сортах картофеля, которые мы выращивали в 2021 году. И таким образом у нас 3 сорта, которые занимают важное место. Наибольшее место это Аризона, немного Каррера и совсем мало это Evolution, очень ранний сорт картофеля. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале.